Всем привет, дорогие мои друзья! Всех благодарю за обратную связь. Все ваши комментарии читаю, очень приятные. Также всех благодарю, кто оказывает помощь в развитии канала. Это показатель того, что с вами мои расклады резонируют, и тем самым вы выражаете свою благодарность. Также хочу пожелать вам всего самого-самого наилучшего, каждый из вас. Для тех, кто только пришел на мой канал, подписывайтесь, дорогие мои друзья. Также ставьте лайки, комментируйте. Для меня это очень важно, для того, чтобы YouTube меня заметил. Так. Свечка погасла. Так, сегодня хочу посмотреть на такую тему. Для чего он появился? Кстати, еще добавлю, кто будет спрашивать, где продолжение расклада, это только для тех, кто будет смотреть в YouTube, в ТикТоке. Где продолжение расклада? Продолжение будет на моем YouTube канале Империя Таро. Свечка затухает. Наш мальчик, наверное, не хочет говорить нам. Признаваться не хочет. Да что такое? Сейчас, секундочку. Итак, тема нашего будет расклада. Для чего ваш появился принц? Так, представьте его и поехали. Так, кто же на сегодня ваш принц? Кто он? Будет тема расклада, цель его появления. Кто же на сегодня ваш этот принц? Ох. Так, мужчина сам по себе сказочник, пребывает в своих иллюзиях. Чужого мнения здесь никак не приветствует. Это мужчина тот, который, скорее всего, приходит в жизнь учить людей, да. С этим мужчиной однозначно здесь женщина проходит уроки, да. Может быть, вы являетесь для этого мужчины учителем, он для вас. Но сам по себе тот мужчина, это который приветствует, когда здесь в ножки кланятся, красная дорожка. Мужчина этот всегда будет прав. Понимаете, помимо этого он чужого мнения, как я вам говорю, не допускает. Мужчина сам по себе закрытый. Мужчина здесь не хочет не видеть, не слышать. Понимаете? И вообще он сам по себе закрытый. Я уже, наверное, сказала, да? Помимо этого иллюзий слишком много. Он любит, когда у него очень много выбора. Это могут быть выбор в женщинах. Вот любит перебирать постоянно. Ну, конечно, он всегда прав. Извините, здесь такой мужчина. Что за еще за мужчина здесь такой? Мужчина. С этим мужчиной, я вам скажу, этот мужчина, скорее всего, либо вы его отправили, либо он сам по себе такой. Пришел, ушел. Мужчина тот, который ушел в трансформацию, в глубокую. Мужчина обидчивый, мужчина незрелый. Мужчина вообще сам по себе, знаете, такой, который любит рушить жизнь людям. Вот я вам скажу так. Он приходит женщин разрушать. Почему? Потому что, скорее всего, в детстве, наверное, его обидели, этого мужчину. Вот, наверное, мстит. А почему ты разрушаешь жизнь женщин вообще? Почему? Почему? А почему он разрушает жизнь? Потому что он сам по себе неудовлетворенный мужчина. Мужчина закрытый. Мужчина-одиночка по жизни, мужчина недоверчивый, мужчина разочарованный, мужчина тот, который не верит в отношения. Кстати, его женщины бросают этого мужчину. Понимаете? Бросают, отказываются от этого мужчины. Так, ладно. Давайте будем смотреть, для чего, с какой целью ты появился. Зачем снова пришел в жизнь той женщины, которая смотрит? Зачем? А он хочет уже избавиться, понимаете? Может, помириться с вами хочет. Он сам не знает, для чего, цель какова. Тяжело ему, понимаете? Не знаю, с вами ему тяжело, без вас тяжело. Мужчина здесь двойственный, он сам не понимает, что ему надо, зачем он вообще пришел. Так какова цель? Зачем появился снова в этой жизни? В жизни той женщины, которая на тебя смотрит? Зачем снова появился? Зачем? Но в конце концов, я вам скажу все равно, несмотря на то, что да, он ваш кармический партнер. Хотите вы того или нет, мужчина все равно считает вас своей собственностью, мужчина испытывает к вам чувства, все равно он вас каким-то образом любит. Но у него любовь какая-то интересная такая, да, мужчина здесь может, знаете, как не проявлять своих чувств, эмоций, все скрывать, быть таким жестким. Помимо этого, да, он сам на выборе, да, находится. Помимо вас еще есть кто-то.
Но и почему вот пришел, ушел, у вас кармическая с ним связь. Вы никак порвать не можете. По крайней мере, он от вас не может отойти. Почему и снова появляешься? Хорошо, с чем ты пришел, интересно? С чем пришел? С чем пришел? Я так понимаю, когда-то, если он еще не пришел, то он придет. С чем придет? С тем, то, что когда-то из-за любовного треугольника у вас здесь произошел разрыв. Он хочет с вами помириться. Помириться, может поговорить с вами, понимаете, как подружиться, пообщаться просто хочет. Однозначно. Почему загладить свою вину здесь? Он же прекрасно понимает, что он сердце вам разбил. Ну и еще все равно партнер же вы его. Не знаю, у вас, может, общий есть дом. Может, вы вместе работали, он вас обидел. Ну, он как-то загладить свою вину хочет здесь. Хорошо, а ты вообще осознал, что ты обидел эту женщину? Осознал ли ты? Осознал ли ты? Ну да, осознал. Причем, я вам скажу, он сам себя может осуждать здесь. Не знаю, может быть... Но все равно здесь мужчина... Он все равно, не знаю, дети, может, у вас есть общие. Может, когда-то вы были с ними женаты. Может, у вас развод происходит. Мужчина все равно этот нюанс переживает. Он как-то, может, смягчить хочет вас. А зачем ты? Для чего тебе нужна эта женщина вообще? Для чего? Для чего? Ну, для того, чтобы с вами можно было общаться здесь, понимаете, как? Не знаю, ему, наверное, с вами спокойно. Но мужчина здесь пришел, ушел, однозначно. Ну, видите как, все равно, ну да, общение есть. Он хочет все равно с вами как-то наладить все-таки отношения, да, взаимообмен хочет. Может, почему? Потому что долго вы с ним не общались. Хорошо, а что ты об этой женщине думаешь? Вообще, что ты думаешь об этой женщине, которая смотрит тебя? Ну, она такая красивая стала, такая яркая. Она, кстати, стала очень эгоистичная. Если есть дети, то он видит то, что вам, в принципе, и без него прекрасно. Женщина здесь отстранилась, не видеть его, не слышать не хочет, сама по себе, зарабатывает, живет сама, кайфует и ни в чем не нуждается. Ей, в принципе, прекрасно. И он видит то, что вы очень яркая, вот прям от вас, знаете, веет позитивом. Но при этом по отношению к нему он видит перед собой здесь женщину, да, женщина та, которая, ну, этого мужчину к себе не подпускает, не доверяет, конечно. Помимо этого, здесь как и может сам себя осуждать, и помимо этого еще и вас осуждает здесь мужчина. Но она о вас что думает? Вы ни в чем не нуждаетесь, вы без него обходитесь. Здесь вот так вот выходит. Но женщина сама по себе кайфует. Так зачем ты явился? Зачем? Зачем? Зачем ты явился снова? Ну как, понимаете, с вами-то все закончилось. Ностальгия по вам. Все-таки ему без вас плохо. Вот так вот. Все-таки он думает о том, что вы являетесь той женщиной. Не знаю, может, у вас есть общие дети, может, с детьми хочет повидаться. Может, вы здесь препятствие, понимаете, выставили то, что с детьми не может общаться. Тяга по прошлому. Все-таки воспоминания, ностальгия о вас. Если нет общих детей, о вас вообще вспоминает здесь. Прекрасно понимает, что вас здесь когда-то с землей сравнял. Ну, без вас плохо, тем самым, понимаете, вы-то, ладно, да, вы-то растете, а он-то что, он таким же и придурком остался, наверное. Ну, так зачем ты еще появился? Так. Для кого долгое время он мог вам не проявляться, это была манипуляция. А здесь его пришел, понимаете, что если он появился на горизонте, если у вас были с ним длительные отношения, семейные, проживали вместе, встречались долго, именно длительные отношения. Вообще он пришел, почему? Потому что ему с вами кайфово, понимаете? Он пришел, он тот мужчина, манипулятор, пришел вами поманипулировать. После длительной, он здесь долгое время к вам не появлялся. Длительная пауза была здесь, и тут объявился. Ну и цель твоего появления. Ладно, хорошо, манипулятор. Конкретно от этой женщины, что хочешь? Что хочешь от этой женщины? А он ждет, когда вы понимаете, что он пришел снова самоутвердиться. Здесь женщина-победитель, которая, наверное, уже, знаете, зла на него, видит его насквозь, при этом себя очень хорошо чувствует на коне. Его эта ситуация может, знаете, немножко напрягать. Не того он ожидал. Окей, а что ты ожидал, когда ты придешь? Что ты ожидал, когда ты придешь?
Ну, то, что вы накинетесь на него, что снова здесь вспыхнет страсть, понимаете, что? Ну, кекс, наверное, будет, все сначала будет, опять по легкости. Мужчина пришел с легкостью, понимаете? Он готов, хочет вернуться, но на тех условиях, что, ну, может, отношения без обязательств. Вот такой вот, понимаете? Либо начать все сначала. Но с вами сложновато, здесь женщина такая сидит, ох, крышу снесет. И помимо этого он же знает то, что кому плохо в этой ситуации, ему, но не вам. В этой ситуации вам, в принципе, нормально. На коне вы сейчас. Так, ладно. Так что ты просто так, что ли, пришел? Еще для чего ты пришел? Для чего пришел? Так, если у него была на стороне женщина, я вам скажу, он вам может по ушам здесь проехаться, сказать, что с этой женщиной уже все закончено. Если вы любовница, та женщина, да, то мужчина хочет сказать то, что сейчас у него к вам проснулся, ну, вот интерес, что ли, что шанс дадите. Может быть, он, понимаете, что хочет, чтобы вы стали его любовницей, видите как. Но помимо этого, мужчина здесь много чего скрывает. Ну, однозначно от вас хочет, вот я не знаю, вы, наверное, та женщина, которой ему даете силы, энергию даете. Ну, хочет здесь. А что хочешь еще ты? Что ты конкретно еще от этой женщины хочешь? Хочешь что? Что хочешь? Ой, понимаете что? Все-таки у вас когда-то борьба была здесь. Мужчина приехать хочет, но он прекрасно понимает, что конфликт здесь будет. Мужчина здесь самоуверенный, в себя очень даже верит. Мужчина яркий. Но он как-то хочет приехать, так, конфликта боится. А он хочет, радость хочет. Вот понимаете что, чтобы вы... но при этом, я вам поправлю, да, скажу, что у мужчины были свои интересы, но вы должны вот встретить, вы женщина-праздник, да, должны его встретить. Мужчина, скорее всего, приедет сюда с треугольником, если уже не появился, то вот на подходе объявится. Но с треугольником, веселый, отдохнуть, может как-то пообщаться, в любви признаться, здесь все-таки кубок несет. Видите, но все равно на страже своих интересов. Хорошо, какие-то отношения с этой женщиной еще хочешь? Какие отношения хочешь? Хочет. Дайте ему шанс. Шанса хочет, понимаете что? Но я вам скажу, мужчина здесь двойственный, эгоист. Он требует, дай мне шанс. Зачем тебе шанс нужен от этой женщины? Все-таки он, конечно, сомневается в том, что, конечно, вы ему дадите шанс. Особо он планы и не строит. Почему не строит? Ну, побаивается. Он думает все-таки здесь, понимаете, что не получится у вас. Что ты еще хочешь этой женщине? Он за вами следит, кстати. Он отстаивать будет свое. Здесь какой-то ненормальный. Приехал, наорал. Понимаете, что? Он хочет, чтобы вы сидели и ждали своего принца. Понимаете? Если вы бывшая супруга, настоящая, сидите, ждите. Пока нашляется ваш пацан, он придет. Он придет. Цель какова? То, что, понимаете как? Если у него есть там еще одна мадам остается при наличии вас. А вы его собственность. А видите как? Почему еще могу сказать то, что... Почему он объявился? Потому что от вас, с вашей стороны тишина. Растерялся. Он вас долго ждал. Видите, не дождался вас все равно. Трансформация какая-то пошла. Ладно, а ты женщину-то любишь? Любишь ли ты эту женщину? Чувство-то есть к этой женщине, которая смотрит тебя? Ё-моё! Ё-моё! Здесь, скорее всего, знаете как? Чувство есть. Он больше от вас требует. Не забываем, что мужчина здесь эгоист. Да? Мужчина хочет, чтобы вы его любили, вы его ждали. Понимаете? Чтобы вы подарили ему этот кубок любви, чтобы вы в него вкладывались эмоционально. Что ты еще хочешь от этой женщины? Он хочет быть... Если он ваш также хочет контролировать. Кстати, я не пойму, здесь еще один мужчина есть. Может, он хочет, понимаете как, чтобы вы переключились с того мужчины на него, если у него есть соперник, да? Но вообще у этого мужчины, конечно, есть к вам чувство однозначно. Помимо этого, вы его все-таки звездочка здесь, да? Ну, может, как-то обратили на него внимание. Он все-таки желает вас. Может, хочет, чтобы это желание исполнилось, да никак не исполняется. Но я вам сразу скажу, мужчина здесь с противным характером. Вот прям противный. Это тот, знаете, который контролирует, манипулирует. Помимо этого, скажу вам сразу, как появился, обманы пойдут с его стороны. Как что-то будет не то, сразу все. Как был, так его и не было.
Объявился, резко пропал. Девочки мои дорогие, я вам скажу, да, мужчина пришел, да, но хочу добавить, как какие-то будут сложности, как появился, так и исчезнет. И сразу же будет между вами подвисшая ситуация. Мужчина придет с хитростью. Если пришел, мужчина пришел нечистенький. Мужчина все равно ждет от вас отдачи. Понимаете, все-таки без вас ему плоховато, не хватает вас, но мужчина еще боится, что конфликтовать вы начнете. Понимаете, что вы скажете ему все в лицо. То, что здесь манипуляции здесь не пройдут его. Мужчина хочет прийти и попользоваться вами. Ну, честно. Хотя у мужчины есть к вам чувства. Есть. Но все равно он больше от вас ждет. Понимаете? Жертвоприношение снова. И я вам скажу, если вы думаете, что вы сейчас с ним сойдетесь, извините, да? Ну, дадите второй шанс. Поверьте мне, как у вас союз чем закончился, тем и снова закончится. Этот мужчина, понимаете, что конец здесь будет все равно. Здесь все равно он опять отстранится, этот союз, извините, продолжение без продолжения. Он как одноразовый презерватив. Вот надел, попользовался и в мусорку. Ну, вот здесь такой мужчина, понимаете как? Характер сложный. Он рушит. Дети вас там объединяют или нет, этот мужчина аферист. Есть у него к вам чувства, да, есть. Но все-таки здесь мужчина более такой практичный. Понимаете? Если вы думаете, что он придет к вам и все скажет, что с любовницей, все, это будет обман. Он с хитростью пришел. Если вы думаете, что он поменялся, нет. Посмотрите. Он сам планирует, как бы вас обмануть здесь, перехитрить. Понимаете как? Но если какие-то будут проблемы снова, извините, вашего принца, был он и свалил. Так что, ну, на сегодня пока картина такая, пока ваш принц не поменялся, к сожалению. Видите как? А хочет ли он вообще меняться ради вас? Нет, вы что, каким был, таким и остался. Он наоборот боится, понимаете, что он боится. Он, наоборот, уходит от этого. Вот он предал вас, свалил. Понимаете, он этого боится, что вы можете его упрекнуть в этом. Видите как? Изменился ваш принц? Нет. Нет, нет, нет. Не знаю, аферист он, предатель, кто он у вас здесь. Каким он был, таким и остался. Видите как? Если вы думаете о том, что он изменился, он пришел, я прощу его, примите. Но потом не плачьте, что история повторится. Понимаете? Все-таки разрыв снова будет и по причине опять предательства. Не обольщайтесь, девочки мои дорогие. Вот так вот. Если он появился с тем, чтобы вас обмануть. Ресурсы ваши, интересны ему. Ваша любовь, понимаете, вклад ваш. А если вы рассчитываете на другое, извините, по мне так лучше нового партнера себе искать. Тем более он, кстати, еще боится того, что у вас кто-то появится. Если даже кто-то появился, здесь мужчинка далеко. Он, конечно, придурок, но хитренький такой. Манипулятор такой, отличный мальчик. Вот такие пироги на сегодня. Все-таки это был общий расклад. Для личного расклада пишите мне на WhatsApp, либо Instagram. Как можно будет со мной связаться, все мои координаты под этим видео. От вас жду обратной связи. Тем людям, кто хочет меня отблагодарить, я укажу свой донат, куда можно скинуть. Также благодарю тех, кто поддерживает меня. Все-таки есть благодарные люди, и это меня радует. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи.